Всем привет! В этом видео продолжим разбираться в тайнах Санкт-Петербурга. Подробно разберем веселые картинки, которые вроде как показывают процесс строительства Исаакиевского собора. Как гласит официальная версия событий, это 4-й Исаакиевский собор. На его месте ранее было еще 3 здания. Даты постройки вы видите на экране. Официальные даты следующие. В 1818 год был утвержден проект, полностью закончили строительство в 1858 году. Существует как минимум 10 картин, рисунков и литографий, на которых изображен Исаакиевский собор до даты его официальной постройки. Их рассмотрим позднее. Начнем обзор Исаакиевского собора с ориентации фундамента. Исаакиевский собор не зажат между домами, он стоит свободно посреди площади, занимающей целый квартал. Если бы Исаакиевский собор строили с нуля, строителям ничего не стоило бы сориентировать фундамент по современным сторонам света. Более того, ориентация соборов и церквей по сторонам света официально является каноном, и алтарь должен быть на востоке. Кстати, в Исаакии алтарь приделан позже. Соратник снимал об этом большое видео. Чем являлось само здание изначально? Вообще, с чего мы решили, что это был именно храм, например, ведический? Может, это был дом для великана? И ступени соответствующего размера, и дверь под большой рост. Фундамент Исаакиевского собора сориентирован на Гренландию, на допотопный Северный полюс, там, где была священная гора Меру. На допотопный Северный полюс сориентированы все старинные постройки, такие как Мексиканские пирамиды и Дорога мертвых, а также пирамиды, находящиеся на территории Китая. В общем, чтобы в каждом ролике не повторять одно и то же, рекомендую посмотреть эти видео. В общем, я порекомендовал вам посмотреть прошлые видео для того, чтобы высказать свое смелое предположение, что фундамент или основание Исаакиевского собора было построено очень давно, тогда, когда Север был в Гиперборее, и это основание старше египетских пирамид. Еще момент. Вы не обращали внимания, почему храмы во всех частях света конструктивно выполнены в виде большого центрального купола и 4 куполов поменьше по углам? В Камбодже рассказывают, что этот центральный купол означает священную гору Меру, а купола поменьше – 4 материка Гипербореи. Теперь давайте рассмотрим гравюры, которые вроде как должны доказывать строительство Исаакиевского собора в официальные годы. Официально авторство изображений приписывают Монферрану, но в прошлом видео мы разобрали, что Монферран – это не имя и не фамилия, а название фирмы. Тени на гравюрах я разбирать не буду, но вы можете обратить внимание, что с тенями полная чехарда. Теперь, что касается технологий и оборудования. Перевозка монолита для постамента Александрийской колонны осуществлялась на пароходе, то есть в официальные 1830-е годы паровые машины уже были, но их почему-то не используют для перемещения блоков или колонн на земле. Также не используют для обработки камня или его полировки. Вот, например, паровые машины, которые используют для отрезания блоков в карьере. Все делается вручную и почему-то топорами. Это то же самое, если в наши дни отказаться от дизельных двигателей и электричества, тяжелые грузы перевозить по воде на весельных лодках, а по земле на деревянных тележках с помощью мускульной силы. Рассмотрим гравюры. Вот первое. Обратим внимание на людей, которые тащат телегу с камушком. Исходя из пропорций, размер камушка получается в длину порядка 2 метров и в высоту порядка 1,5 метров. Ширина непонятна. Но если она тоже 1,5 метра, то вес камушка получается 12 тонн минимум на 6 деревянных колесиках, то есть по 2 тонны на колесико. И тащит эти 12 тонн 9 человек за веревочку, один сзади помогает. Во-первых, вопрос, почему тащат в телеге на колесиках, если зима и вокруг люди катаются на санях? На санях-то проще по льду и накатанному снегу. Во-вторых, почему колесики маленькие? Чем меньше колесо, тем сложнее его катить по ухабистой дороге, а тут почему-то по-другому. И вообще, зачем камушек тащить мужикам, если есть лошади? Ну или кабестаны, якобы основной секрет строительства и подъема мегалитов в 19 веке.
Следующая гравюра показывает нам, как прямо в карьере мужики топорами вырубили, обтесали и отполировали тряпочкой с песком 2 из 48 колонн, каждая из которых весит 114 тонн. Интересно, что у камнетесов нет специального оборудования. Они держат в руках обычные топоры, а некоторые лупят топорами по пустоте или по соседу. Диаметр колонны у основания 1,8 метра, а мужики нарисованы ростом ниже колонны, то есть рост мужичков примерно 1,2 метра. То есть это были карлики-камнетесы. Еще один вопрос: как колонну планировалось извлекать из карьера? Следующая гравюра показывает массовую обработку колонн под навесом. Рабочих в обязательном порядке изобразили в лаптях. Без лаптей колонна не получилась бы. Заметили прямоугольные выступы на колонне? Затем эти выступы пропадут и больше встречаться не будут. Следующая гравюра показывает нам уже практически готовый собор. На переднем плане мужики, как древние египтяне, тянут необработанный камень на перекатывающихся бревнах. К этой гравюре сразу несколько вопросов. Первый – почему деревянные настилы, по которым катают блоки, уложили не в стык, а с зазором? Так, чтобы в зазор провалилось одно бревнышко, и тогда блок, буксируемый крестьянами, застрянет. Куда вообще ведут деревянные настилы? Судя по рисунку, куда-то мимо стройплощадки. Вес блока примерно 3 тонны. Каждый крестьянин тащит по 500 килограмм. На сколько дней хватало сил таскать такие каменюки? Позвоночник дополнительный выдавали? Где дополнительный крестьянин, который переставляет бревнышки? Третий. Почему не проложили нормальные рельсы, по которым катали бы вагонетку? Нет металлургии, а как вы тогда такую махину затеяли без технологий? Четвертый. Какую смысловую нагрузку несут разбросанные повсюду блоки? Не довезли? Не понадобились? Лишние? Почему их не убирают? Пятый. Как планировалось затаскивать блок по наклонной плоскости? Из 27 человек на рисунке работают 6. Следующая гравюра показывает нам внутреннее устройство купольной части собора. 2 рабочих акробата стоят на настиле из досок, нижний конец которого просто лежит на куполе, с которого настил может легко соскочить, а верхний конец настила для надежности лежит на круглом бревнышке. Вот и 2 интересные гравюры, где художник, возможно, хотел показать нам не строительство с нуля, а реставрацию. Вот здесь видно, что строители работают с серьезно разрушенными каменными плитами на большой высоте. Если это строительство, то должны были установить новые целые плиты. И еще одна гравюра, на которой штукатурка как бы нового здания уже отлетела, и на здании с отлетевшей штукатуркой ведутся активные строительные, а может реставрационные работы. Теперь давайте от веселых картинок перейдем к другим картинкам. Вот открытка, изображающая Исаакиевский собор с огнями на 4 углах. Вот гравюра, изображающая зажигание огня на факеле скульптурной композиции. Вот еще одно изображение – рисунок или фотография, изображающая ночной Исаакий с огнями на углах. Видно свет в арочных проемах, а также есть свет на всех входах. Сложно разглядеть, источник света находится перед колоннами или за ними. Можете поделиться своими мыслями в комментариях. Вот гравюры и рисунки, которые демонстрируют уже построенный Исаакиевский собор до официальной даты строительства. Кто забыл, собор официально открыли в 1858 году. Старый Петербург. Исаакиевский собор до 1817 года. Брюллов. По проекту Риальди. Окончен в 1802 году Бренке. Вид на Исаакиевский мост и Новый собор. Литография по рисунку Треттера, 1820-е года. Вид Исаакиевской площади от Сената. Неизвестный автор. Раскрашенная литография, 1820-е года. Общий вид Санкт-Петербурга с окрестностями с высоты птичьего полета. Гравер Аперт по рисунку Шарлеманя, 1840-е. Фрагмент. Вид Исаакиевской церкви и моста. Литографы Бишебуа, Адам, 1840-е. Исаакиевский собор. Литограф Башелье по рисунку Шарлеманя, 1840-е года. Воробьев.
Исаакиевский собор и памятник Петру, 1844 год. Исаакиевский собор со стороны конногвардейского манежа, Бенуа, 1845 год. Исаакиевский собор, литография, Бенуа, 1850-е годы. И вишенка на торте – литография из альбома самого Монферрана, якобы архитектора Исаакиевского собора, последняя страница. Парад на Дворцовой площади в честь открытия Александрийской колонны 30 августа 1834 года. Несмотря на то, что Монферран достроит собор только в 1858 году, он изображает его в готовом виде в 1834 году. Удивительное рядом. Аналогичная гравюра есть во французском издании. Колонна уже стоит, а на заднем плане мы видим уже построенный Исаакий. Имеем 11 свидетельств разных людей, включая самого якобы архитектора, о том, что Исаакиевский собор стоял задолго до официальной даты его открытия. Теперь давайте рассмотрим первые, более-менее официальные фотографии Исаакия. Старейшим из сохранившихся фотографических снимков считается колотип Роджера Фентона 1852 года. Но на нем храм является лишь частью общего вида города. А вот первым качественным снимком Исаакиевского собора следует считать работу Ивана Бианки 1853-54 годов. Возведение или реставрация грандиозного здания в целом уже закончена, но еще не убрали стройгородок. Вот еще информация к размышлению. В журнале «Сын Отечества» за 1839 год в отделе «Разные известия и смесь» есть такое вот сообщение. Октября 8-го в Петербурге господин Теремин, подполковник путей сообщения, произвел удачный опыт с снятием через дагеротип в продолжение 25 минут Исаакиевского собора и тем доказал, что и под 60 градусами широты осенью дагеротип не теряет своего действия. В других источниках добавляется, что фотографировал он вечером. Да, кстати, о каких путях сообщений ведется речь? Не о железнодорожных ли? А вот очень странные фотографии заросшего Исаакиевского собора. Официально это 1870-е годы, но это не точно. Странность их в том, что собор 40 лет строили, в 1858 году наконец достроили и забросили. Так, что вокруг всего собора выросли деревья. Выросли деревья и перед ступеньками. Чтобы так заросло, нужно, чтобы собор стоял заброшенный лет 10-20. Как такое вообще возможно? Напомню, это центр города. Есть и еще очень редкое фото. Скамьи летнего театра. И между скамьями выросло довольно толстое дерево. А на заднем плане Исаакий. Видел это фото в роликах Кунгурова лет 10 назад, а больше не встречал. Если у вас есть, то пришлите на почту. Какой вывод можно сделать? Как минимум основание или фундамент Исаакия очень древние, ему более 5000 лет. Храм в привычном нам виде стоял в 18 веке, начале 19-го. Далее нам нужно вспомнить такое явление, как города без людей. После катастрофы, из-за которой появились зимы с морозами, крупные города на севере опустели. В силу изменившихся климатических и почвенных особенностей окрестности города не могли прокормить город. Старые способы доставки провизии уже не работали, а новые еще не отладили. Тут надо добавить, что северные города и в наши дни полностью зависят от завоза продовольствия с юга. Крупные северные города обезлюдили на какое-то время. Моя версия до тех пор, пока не наладили круглогодичное железнодорожное сообщение с югом. Пока города стояли пустые, Исаакий зарос. А после того, как люди приспособились к зиме и холоду, в город постепенно вернулись люди, и город ожил. Зачем эта история была придумана? Моя версия такая. Первая – передвинуть строительство на вторую половину 19 века, когда вроде как начали появляться технологии. Оставить его строительство даже в 18 веке. А уж тем более сказать, что храм стоял давно, было нельзя. Слишком много неудобных вопросов. Второе – заявить, что никакого древнего храма там не было. Третье – обуть в лапти. Заявить, что сами русы не могли построить. Построили под руководством французского архитектора. Четвертое – увеличить роль церкви в истории России.
показать, как любили церковь и Бога, что целых 4 раза перестраивали храм. В общем, подвести под единый шаблон. Я его называю «Церковь, лапти и война». То есть история России – это история церкви, а также отсталость. Сами ничего не могли создать, сидели в лаптях и ждали европейцев. Ну а художники, которые рисовали процесс якобы строительства, немного перестарались и нарисовали уж слишком примитивный процесс создания архитектурного шедевра. И уж если это было так просто, почему различные диктаторы в банановых республиках каждый не построили себе по Исаакиевскому собору? В следующем видео поговорим о других веселых литографиях, о стальном куполе Исаакия, как его могли построить до официальной даты разработки стального проката. Также не забывайте поделиться видео с друзьями, поставьте ваш царский палец вверх или вниз, напишите интересный комментарий, а лучше несколько. До новых встреч, пока!